Нового участника нашего проекта Oral History, госпожу Эльмиру Ахмедову. Она крупный искусствовед, кандидат философских наук. И предваряя нашу беседу, я хотел бы сказать несколько слов о цели нашего проекта. Наш проект называется Oral History или устная история. Это очень перспективное направление в современной мировой исторической науке, которое призвано собрать устные, очень субъективные свидетельства людей о времени, в котором они живут, о своей жизни в этом времени и своем отношении к этому времени. Поэтому изначально входит в правила игры субъективность этого взгляда, но вместе с тем рассказы этих людей являются неоценимым источником по истории нашего времени, и в будущем либо профессиональные историки, либо любой человек, который интересуется нашим временем, получит благодаря рассказам таких людей, как вы, представление о нашем времени или попытается реконструировать это время на основе ваших рассказов, ваших свидетельств. Тем более наш интерес к вам совершенно не случайен. Дело в том, что вы и профессионально занимались историей современного искусства Узбекистана. Ну а кроме того, об этом мы с вами очень подробно, надеюсь, поговорим. Вы дочка очень известного узбекского художника, народного художника Советского Союза Рахима Ахмедова. И в силу этих причин, и в силу ваших профессиональных интересов имеете доступ к очень ценной информации, вы носитель этой информации, и было бы очень интересно ее зафиксировать для наших потомков. Ну, на этом я закончу наше предисловие и хотел бы передать слово вам. Прежде всего, расскажите о вашей семье, о вашем отце, о вашей маме. Да? Это будет очень интересно. Спасибо большое за приглашение, прежде всего. Мы с вами уже много говорили, и вы мне объяснили, каким вы видите проект, и я с удовольствием принимаю участие. Семья, родители – это очень важно для каждого человека. И я начну, наверное, с формирования и с рассказа о моих родителях. Да. Рахим Ахмедов, народный художник Узбекистана, народный художник СССР, академик Российской академии, академик художеств Республики Узбекистан, профессор, лауреат Государственной премии имени Хамзы и так далее. И вот за всеми этими регалиями, званиями, почестями стоит непростая жизнь моего папы, сложная жизнь, долгая жизнь. Папа прожил 88 лет. Угу. И в эти 88 лет, наверное, входят сложные его годы, когда он 8 лет остался сиротой, попал в детский дом, затем обучение в училище, которое сегодня носит имя Бенькова, затем годы войны, где он был сержантом, об этом тоже я расскажу, затем обучение в Ленинграде, в Академии художеств, Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина. Затем возвращение в Ташкент, это тоже особое, и активное вхождение в художественную жизнь Узбекистана и вообще страны. Все это вехи основные его жизни. Но за каждым, скажем, этапом жизни стоит очень многое. И, конечно, я сейчас, наверное, буду выступать в двух ипостасях. С одной стороны, я дочь Рахима Ахмедова, это мой папа. И вторая часть, наверное, я искусствовед. И, конечно, я постараюсь в нашей беседе быть объективно. Но, конечно, здесь и очень важно мое субъективное мнение. Безусловно. Как я уже сказала, папа воспитывался в детском доме, и это во многом определило его стойкость, его трудолюбие и отношение к жизни. И вот там, в детдоме, один из педагогов, который вел кружок рисования, Хикмат Рахманов, заметил талант, заметил, что этот юноша молодой может
и хочет быть художником. И он просто... Как это важно. Извините, очень вы важно. даже имя помните этого человека, это вам Конечно. отец рассказывал, Я да? скажу, почему я помню. Этот человек, после всего я буду говорить об этом, он всегда был самым дорогим гостем в нашей семье. Понятно. И когда он приходил к нам на какие-либо события в нашей семье, он всегда был самым главным. И папа всегда его с удовольствием, с большим уважением представлял. Поэтому я, конечно, помню этого человека и вспоминаю, так же, как и папа, с огромной благодарностью. Он просто взял папу за руку и повел в художественное училище. Замечательно какая. И не кому-нибудь, а сразу, сегодня это выдающийся художник Александр Николаевич Волков, который посмотрел папины рисунки, что там, 14-летнего мальчика, и сказал: тебе надо учиться, давай готовься. И папа не раз говорил, что ему по жизни очень везло на людях, которые во многом определяли вектор его развития, его путь, его отношение и к жизни, и к искусству. Его учителями в училище были Александр Николаевич Волков, Бахром Хамдами, Татьевасян. Затем папа обучался в Самарканде у Павла Петровича Бенькова. Это вот такой фундамент, который папа получил в Узбекистане. Потом, значит, годы войны. Вот я уже сказала, вот дух, вот стойкость, самоотверженность даже, которая была у папы, она всей жизнью продиктована его была. И он знал, что надо дальше учиться, если он хочет быть настоящим художником. Высшего образования в Узбекистане получить нельзя было, и папа, конечно, знал, надо учиться в Москве или в Ленинграде. И вот после войны, и вот я здесь хотела бы тоже рассказать об этом, что папа дважды ходил в военкомат и хотел служить, хотел воевать, наверное, да, и его со второго раза, он там документы немножко подправил, обманулся своим здоровьем, и его направили в Северокавказский фронт, и он там служил. Но опять же, возвращаясь к людям, которые встречались на пути папы, там был такой политрук, который тоже обратил внимание, что папа рисует. И он сказал: мы тебя должны беречь, ты нам пригодишься в мирное время. И его оставили, да, его оставили в штабе. Папа, значит, делал лозунги, стенгазеты, рисовал в альбоме своих однополчан, которые очень просили и отправляли эти рисунки на родину своим родителям, близким, чтобы знали, что они живы. Но это тоже опять говорит о времени, о людях, и о каком-то нравственном отношении к жизни. Это очень важно. Вот хотела бы сказать, когда закончилась война, и папа возвратился в Ташкент, на вокзале его никто не встречал. Всех встречали родственники, ликовали праздник. И папа даже не знал, куда ему идти. И куда он мог пойти. Родным домом был детдом. И папа возвратился в детдом. Он был воспитателем, учителем там, педагогом в детдоме, но и при этом готовился для поступления в художественный вуз. Через 2 года, в 1947-м, и я хочу заострить ваше внимание, выходит постановление правительства СССР, 1947 год, о поддержании искусства республик. И в этом постановлении, значит, 7 республик Средней Азии и Закавказья набор объявляется, специализированный набор для национальных кадров, для республики. Ведущие вузы. Да, ведущие вузы. И папа также как едет, да, это 5 его
в будущем сокурсников. Группа, да, была целая? 5 человек. Они обучались здесь в Беньково. Ага. Это Манон Саидов, Таджат Аганесов, Виктор Зеликов и Нигмат Кузыбай. Вот 5 человек едут в Ленинград. Вы знаете, я вот здесь хочу сказать, 47-й год. Страна только оправилась после тяжелейшей войны. А Ленинград после блокады. После блокады, И, естественно, эти молодые люди увидели еще разрушенный. И я еще раз хочу обратить внимание. 47-й год, когда думаешь, как залатать, да, послевоенные дырки и все. И государство думает о будущем, о перспективе страны, о республиках. И это мы должны сегодня не забывать, на мой взгляд. Молодые люди застают Ленинград разрушенным, принимают участие в субботниках и так далее. Как папа говорил, в аудиториях были ребята, однокурсники уже его, в шинелях, гимнастерках. Фронтовики. Фронтовики. Палочками, с перевязанной рукой, ногой, на костылях. Но была жажда учиться. И вот я думаю, вот было такое выражение, которое я слышала в детстве, выбиться в люди. Что это означало? Это получить образование, быть достойным страны, проявить себя. И вот этот 5 человек, они блестяще закончили институт. Сложности, конечно, были. Многие не знали русского языка. Первые месяцы было просто обучение русскому языку, потому что все предметы общеобразовательные, история искусства, история страны, они, конечно, читались на русском языке. И были вечерние курсы рисунка, композиции, в которых они тоже участвовали. Вот такая насыщенная жизнь в Ленинграде определила на долгие годы, скажем, отношение Рахима Ахмедова к искусству, к культуре в целом. Невероятно интересно то, что вы рассказываете, на самом деле. Да. Это история одного человека, но за этим история страны. Понимаете? То поколение людей, их биографии очень близки. Они могут быть как-то в каких-то эпизодах различаться, но в основном это люди были верующие, которые верили стране, ее идеологии. И ни в коем случае, я даже не могу представить, что они сомневались. Это Безусловно. Безусловно, конечно, да. Я знал многих людей из этого поколения. И поэтому, когда вот сегодня иногда кидают камни в то время в людей, это просто от незнания. От незнания истории страны, истории людей. Совершенно справедливо. И вот ваш проект, он во многом, конечно, приоткроет, и какие-то пятна, белые пятна будут восстановлены. Будем надеяться. Через, конечно, очевидцев, через потомков. Это даст общую картину, и вы, наверное, сегодня как пазл будете собирать единую картину. Вы абсолютно страны. Точно обрисовали концепцию нашего проекта. Это же была целая плеяда людей не только вот в художественной сфере, правильно? В науке. Конечно, в культуре целое в целом. поколение конечно людей. же. Они хотели быть полезны стране. Это же очень важно. Да. Полезны государству, людям. И вот идеалы были какие-то принципы нравственные, которые определяли ход развития страны в целом. Да. Возвращаясь, значит, к биографии папы, в 1953 году он возвращается в Ташкент, но я здесь, если позволите, не могу не сказать о маме. Конечно, конечно. Моя мама, Алимбаева Карима Алимовна, первый музыковед, профессиональный музыковед, который окончил консерваторию. Несколько слов. Мама, значит, занималась фольклором, традиционной музыкой, традиционной музыкальной культурой узбекского народа.
И ей тоже, вот я не раз буду говорить, что повезло с людьми. Это очень везет тому, кто сам, везет. да, Я потом об да. этом тоже скажу. И я хочу сказать, что вы, наверное, знаете, был ученый, который в 20-е годы с поездом культуры, целая группа деятелей культуры советских прибыли в Ташкент, поезд. Ну, поезд знаний, поезд ученых, да. И был среди них математик, выдающийся математик Романовский. Романовский, конечно. Сегодня институт математики Академии наук имени носит Романовского, его имя. Его жена была фольклористом, этнографом. Вот это я не знал. Да, я вам дам почитать о ней. Елена Романовская. И мама с ней, значит, общалась, и они вместе ездили в экспедиции по районам Узбекистана, самые дальние уголки Узбекистана, и собирали записи на магнитофон традиционные бастакоров, мы говорим, народных музыкантов. Но тогда передавалось же из уст в уста, из пения в пение, и не записывалось. Вот роль Романовской, что они переводили записи на европейский лад, то есть на ноты. И вот маме посчастливилось быть в этой экспедиции Романовской, и на этом поприще много было сделано. Почему я об этом говорю? Сегодня мы много говорим о возрождении национальной культуры, сохранении ее, а истоки вот там. Там уж лежат, да. И возвращаясь теперь к папе, мама, обучаясь в консерватории на музыковедческом, первый выпуск музыковедческого отделения, ей преподавали такие, как Успенский, Глиер. И тогда, что с отцом, что с мамой перечисляются такие имена учителей, наставников. Надо помнить, потрясающе, надо знать и быть благодарными, на мой взгляд. И, значит, как сказать, подрабатывала музей национальных инструментов. При консерватории был музей национальных инструментов. И мама там была референтом. Я еще назову одну личность, которая очень важна не только в культуре Узбекистана, и для нашей семьи. Чингиз Ахмаров. Корифей, выдающийся художник, корифей искусства и автор росписи в академическом театре имени Алишера Наваи. И в этот период, когда мама там работала, он собирал материал для своих росписей. И ему очень было важно знать, как выглядят инструменты национальные. И он ходил. И они общались с мамой. И даже в его воспоминаниях о маме есть очень добрые слова, что он встретился не только с красивой девушкой, но и с компетентной, которая ему рассказывала о каждом инструменте с большой любовью. И он до этого был знаком с папой, естественно. И я тут тоже должна сказать с благодарностью о Чингизе Ахмарове. Папа учится в Ленинграде, на летние каникулы приезжает в Ташкент и обязательно встречается с Чингизом Ахмаровым. В течение года Чингиз Ахмаров папе отправляет деньги. Просто отправляет 8 рублей. Как трогательно, это вот забота, конечно, чтобы он купил краски. Но папа на летние каникулы, когда приезжал, обязательно ему привозил краски и кисти. Из Ленинграда, Из Ленинграда. И Чингиз Ахмаров очень важная фигура в жизни нашей семьи. Вот я вам говорила о Хикмате Рахманове, первом педагоге и первом наставнике. Первым, кто заметил папу, разглядел в юноше талант. Затем вот Чингиз Ахмаров очень важный был. Он уже огранил, можно сказать, да, наверное? Наверное. Своим влиянием. Конечно, и я могу говорить о педагогах в Академии художеств. Ну, конечно. Репина, там они базу заложили основную, правильно, его творческую. Да, конечно. Это уже разговор был
о культуре в целом. Ленинград того времени, извините, я перескочила, музеи, Да, конечно, да. театры. Сам город. Сам город, его архитектура. Каждый город – это история. Это все воспитывает, формирует Да. молодого человека. Особенно кто способен это Да, все впитывать. и отношения. И вот я здесь очень хочу сказать, многие педагоги во время войны, именно институт Репина был эвакуирован в Самарканд. Да, 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 кстати. Да, институт. И так же, как институт Сурикова в Москве, они были эвакуированы Спасли педагоги. же. Вот Узбекистан Да. же спас. И они с огромной благодарностью относились ребятам Да. из Узбекистана. Да. Они помнили Да. теплоту, доброту Это же действительно просто узбекского физическое народа. выживание. Узбекского. И я даже забегаю вперед сказать, или наоборот назад, что даже я тоже обучалась там, Да. папа, да, в Ленинграде, там же, я скажу, вот эти отголоски благодарности даже я ощутила Да, и почувствовала. Я сначала не могла понять, почему они так ко мне относятся, педагоги. Приглашают домой, как-то говорят, спрашивают меня, как мое здоровье, самочувствие. Я не могла понять, почему такое. Ко мне даже отношение. Потом мне мама объяснила. Да. Откуда? Вот это не к тебе, это к стране, это к узбекам в целом. Но возвращаясь, значит, к Чингизу Ахмарову и к истории нашей семьи, значит, зная маму и зная отдельно папу, и он решил соединить этих молодых людей. Это его был замысел, да? Да. И что любопытно, это было так деликатно, тактично сделано, но Чингиз Габдурахманович был высшего класса интеллигент, образованный, эрудированный и так далее, он иначе, наверное, не смог. Это было не просто сказать, хотите познакомиться, где-то в грубой форме их познакомить. И здесь опять интересная история. В это время уже в театре НВИ были гастроли, и была премьера, значит, оперы Рубинштейна «Демон». Угу. И в главной роли был Георг Оц. По Лермонтову, да? Да. Декорации были Михаила Врубеля. Ой. Представляете, да, вот да. все этот масштаб, Да. пласт культуры. И Чингиз Габдурахманович приглашает маму, дает ей билет, и папе. И вот таким образом произошло знакомство, да? Да, мама в таком антураже, если так можно сказать. И мама уже была в зале, папа подходит, говорит, извините, это место моего устоя, педагога. Он говорит, да, здесь тоже. И когда они поняли, что они рассмеялись. Как красиво. Вот как такое, красиво. Да, красиво и благородно, и как-то высоко, да? Ну, вам это все потом рассказали? Конечно, мы знали это с благодарностью. Если второй человек, всегда почитаем в нашей семье, был Чингизаке. Конечно же. Ну, конечно. Я вообще думала, что он наш дедушка. Понятно, понятно. Да. Вот такая история и сложение уже нашей семьи. Очень красивая история, знаете, просто потрясающая. Да. И фактически же это был творческий союз, правильно? Друг друга они питали, люди занятые. Конечно, художник, музыковед. Музыка, это же... Да, и даже вот скажу, что уже у папы была обозначена тема его дипломной работы. Он здесь собирал материал, когда познакомился с мамой, своей будущей дипломной работы. И тема дипломной работы на полевом хлопковом стане была. Мама была удивлена такой теме и говорит, а зачем? Возьмите что-нибудь поэтичное и так далее. И, кстати, тема папы дипломной работы – народный певец. Хотя была уже утверждена тема. И здесь идет сбор и большая заслуга мамы. Она как раз занималась, и она подсказала тему, материалы, познакомила его с народными музыкантами и так далее.
Замечательно. И получается так, что они прошли всю жизнь, да, рука об руку, Да. вместе, Да, до воспитывая последних своих дней, детей. Да. конечно же. Ну, вообще, знаете, наша семья, кроме того, что это семья двух творческих людей, художника и музыковеда, ну, большая заслуга, конечно, была мамы. Мгм. Очень большая. То, что папа самоотверженный, что папа трудолюбивый, целенаправленный человек, это понятно. Но здесь большая роль мамы, которая сумела создать семью Мгм. любящую, которой папа был лишен. Да, да. Вот это очень важно Очень было. важно, И да. окружить папу вот какой-то, ну, не знаю, добротой, семейным уютом. Это, конечно, все мама. Вы знаете, что я хотел вас спросить? Вы обозначили просто выдающиеся регалии вашего папы. Он и лауреат государственной премии, и народный художник Узбекистана, народный художник СССР. Это же было отмечено какие-то, видимо, очень важные работы. Какие вы могли бы отметить его, вот чтобы мы зафиксировали? Как я уже сказала, это звание и регалии. Ну, все-таки. Да, но это не просто так Да, дается. вот я и За этим хотел. большой труд. Труд. И вот говорит, вот как везло. Ну, вы правильно Ну, сказали, вы что? везет тому, кто везет. Да Да? вы что, это Вот везет. одно из интервью свое, Мгм. и здесь опубликованное, я называла... Он был разный, как цвета его палитры. Да, Мгм. папа был очень разный. В изданной книге к его столетию мы, значит, воспоминания опубликовали Рахим Ахмедов в памяти современников. Мгм. И вот здесь современники его вспоминают разные грани его и жизни, и деятельности. Вы знаете, конечно, папа долгие годы был председателем Союза художников, Художников, да. 27 лет. Да. Он был профессором и имел мастерскую в институте сегодня художества и дизайна имени Камаледдина Бехзада. Но есть предыстория этого института. Мгм. Когда в 1953 году 5 человек, о которых я уже Да. говорила, вернулись в Ташкент, высшего художественного института здесь не было. И художественного образования высшей категории. Было училище, которое сегодня носит имя Павла Петровича Бенькова, и они стали педагогами. Мгм. Но был уже институт театральный. И была небольшая кафедра театрально-декорационного искусства. Мгм. И там преподавал Татевасян. Тоже. Что за имена все вы называете? Аганес Татевасян. Он преподавал там будущим режиссером, актером, сценограмму, декорацию. И так как папа с ним давно был знаком и учился у него в училище, он говорит, может, ты все-таки, сильная сторона твоего творчества, это живопись, давай ты живопись будешь. И вот эти два человека создали небольшую кафедру, которая позже переросла в отделение Отделение. художественное. Самостоятельно. Папа пригласил своих однокурсников по училищу и по Ленинграду. Мгм. Кафедра переросла в художественное отделение и назывался уже Театрально-художественный институт имени Островского. Понятно теперь. Понятно, как это все сформировалось. И На какое-то время... следующий год, Ага. если в 1954 году институт создан, Да. будет Уже Семь- получается 70 лет. 70 лет. 70 лет этому институту. 70 лет институт. Ну, у истоков вот стоят эти художники, которые стали впоследствии народными художниками, академиками и воспитали большое количество художников. Очень много художников, которых называют своими учителями, которые сегодня составляют цвет и свет Да. узбекского изобразительного искусства Искусство. Узбекистана. Вы знаете, что еще хотел вас спросить? Конечно, это очень трудно, но все-таки
У вас свои предпочтения есть в творчестве вашего отца? То, что вот вам вот очень близко, да, интересно, близко. Конечно, да? конечно. Вот говоря еще о папе, я вот не помню его просто в праздном каком-то образе жизни. Он всегда работал. Будь это преподавание, будь это мастерская, где он каждый день работал, будь это, он был еще депутатом, будь это председательство в Союзе, он всегда работал. И, конечно, опять же, мама всегда говорила, главное творчество. И всегда подталкивала его к тому, что он должен каждый день писать, рисовать. И это, вот как у писателей есть, да, ни дня без строчки, наверное, у папы тоже было ни дня без рисунка, без этюда, без наброска. И папа всегда. И я всегда папу видела в работе. Так вот в этом и залог его же вот, успеха. В истории искусства Узбекистана, когда говорят о художниках и о папином творчестве, всегда вспоминают несколько работ. И меня немножко это обижает и напрягает. Да. Потому что как-то, ну так бывает, у актера две роли, одна роль, и по которой всегда знают. У писателя, у поэта так бывает. Папа тоже стал заложником двух работ, по которой всегда он узнаваем. Когда говорят Рахим Ахмедов, всегда вспоминают его портрет «Материнское раздумье», и потом «Утро материнства». Да, они входят в Золотой фонд истории искусства Узбекистана. Они всегда в экспозиции Государственного музея искусства Узбекистана. Это классика. Но за это 88 лет и за более, скажем, 70 лет, да, творческой жизни, потому что и училище, я считаю, им создано огромное количество произведений искусства, но как-то они, не знаю почему, и если издаются какие-то книги по истории искусства, опять эти книги. И я стараюсь разбить вот это клише, которое вокруг Рахима Ахмедова художника, понимаете? В 2021 году мы праздновали 100-летие. Было распоряжение, постановление правительства Узбекистана о юбилейных торжествах, посвященных Рахиму Ахмедову. Наверное, это не случайно. Конечно. Почему вдруг? Конечно. И я должна отметить, что в новейшей истории Узбекистана это первое такое постановление о художнике. Да? Первое. Мы про писателей знаем, что, ну вот так, чтобы в таком широком, на уровне государственном масштабе, это впервые. Хороший прецедент заложен. Хороший. И потом я могу сказать, после Рахима Ахмедова стало это практиковаться. И многих достойных, заслуженных, выдающихся художников стали отмечать на государственном уровне юбилеи. Но первый все-таки было. Ну, наверное, это не случайно, что и новейшее время по-прежнему он как бы вот создает в художественной обойме, в культурной обойме. Это очень, это очень важно, что новое поколение, новое время также оценило. В искусстве же преемственность – это очень важная вещь. Вот когда преемственность, а везде важно, наверное. Когда нарушена преемственность, тогда упадок, кризис, тупик. Я понимаю, что вы росли в удивительной творческой атмосфере. Вот и мама, и ваш папа, безусловно. И, конечно, это предопределило, да, вот ваш жизненный выбор, образование. Конечно. Скажите об этом немножко. У вас как бы даже вот, ну, всегда выбор есть, но этот выбор был все-таки обусловлен влияниями, да, ваших родителей. Вы знаете, нет, не родителями. Не родителями? Не родителями. Во-первых, атмосфера в семье, среда. У нас в доме были выдающиеся люди в гостях, выдающиеся люди
своего времени. Не говоря уже узбекских деятелей культуры, Тамара Ханумская, Халима Насырова, Камил Ешен, еще я могу... Все дружили они, да, это поколение людей, да, конечно, из разных у сфер. нас дома все, Константин Симонов и так далее, они все... Жадовы и так далее. Все они были у нас дома. Это были застолья, это были шумные разговоры о жизни, о творчестве, об искусстве. И мы были свидетелями, конечно, да, этого, понимаете? Конечно, среда предопределила мой выбор. Но, наверное, еще то, что в 7 классе, после 7 класса, мы с родителями были в Ленинграде. Я просто влюбилась в этот город. конечно. В его архитектуру, музеи, в театры, выставочные залы и в само здание Академии художеств. И вот это альма-матер моего папы. Конечно, я дома много слышала. Его однокурсники всегда приезжали в Ташкент, Да. с кем он учил. Его педагог Виктор Михайлович Орешников. И его... Были у нас в Ташкенте. Конечно, после этого я решила, я просто мечтала, грезила учиться В Ленинграде. в Ленинграде, именно в Академии И художеств. исполнилась ваша мечта. Да, конечно, конечно. Расскажите об этом немножко, о вашем вот учебе в Ленинграде. Это же очень интересно. Знаете, здесь тоже интересно, но я вам расскажу. Я, конечно, хотела учиться только там и только в этом вузе. Но с первого раза не получилось по некоторым причинам. И я поступила здесь, в Театрально-художественный институт, на отделение искусствоведения. Ага. Ну, конечно, я мечтала там. Не буду лукавить, Да. не буду. Конечно, мне было бы здесь намного легче. Конечно. И в блюдечке с серебряной золотой каемочкой я При бы таком получила авторитете вашего отца. Извините за Да. такое, но Ну, это жизнь, да. сейчас я могу об этом Да. говорить. Но я все равно, окончив первый курс, я никак не хотела учиться. И папа вас поддерживал Не- в этом? Не только потому, что как педагоги здесь Да. тоже замечательные у меня были педагоги. Лариса Вячеславовна Шостка, Валентина Львовна Лаковская и так далее. Рафаэль Хадиевич Такташ, Ремпель, Лазарь Израилевич и так далее. Это Да. были замечательно. Но я просто мечтала и поставила цель, как 3 сестры в Москву, я, конечно, В в Ленинград. Ленинград. Родители поддерживали вас в этом стремлении? Или, во всяком случае, не Мы препятствовали? поехали. Что мне папа обещал, что после я здесь закончу. Они боялись отправлять Конечно, меня. вот я почему и Да. спрашиваю. Да. В Ленинград. Молодую девушку одну. Да, как бы. И мы поехали. И папа ректором института в то время был Виктор Михайлович Орешников, папин педагог. Педагог. Ага. Да. Мы зашли его поприветствовать, и я была. И папа говорит, вот будущий искусствовед растет. Он говорит, а где она учится? Там. А почему не здесь? Нет, там не надо. Он говорит, я хочу, чтобы... Позвал педагогов. У нас может перевод? Давайте она сдаст, какие там недостающие. Да. И все так решилось. Замечательно. Да. И я уже в октябре, там оба начинаются в октябре. И я уже была Какую студенткой школу вы там получили? Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина. Как песня звучит? Вот вы перечисляете Да. это все? Я горжусь. Конечно, Горжусь. конечно. Я так думаю, мало у нас выпускников этого вуза в республике. Нет, очень мало. Да. Есть художники, но искусствоведов не так много. Да. Заочно там многие заканчивали, но очно. И я потом подтянула свою младшую сестру. Угу. Тоже закончила этот вуз, Тоже да? закончила. И сегодня она доктор наук, академик Нигора Рахимовна Ахмедова. Понятно. А вот ваша научная работа, ваша ученая степень, как это все складывалось? Здесь тоже интересно. Я после окончания института вернулась и получила распределение Театральный, да? Театрально-художественный институт на кафедру истории и теории изобразительного искусства. Истории искусства.
Преподавала. Но мне показалось, пересказывать прочитанное из книг, не видя мир, не имея концепции, я не имею просто права. Ну что я собираю, ночами читаю эти книжки по истории искусства. Но я опять вернусь туда. Когда я приехала в Ленинград, и первый курс, я увидела педагогов, профессоров, по книгам которого я обучалась на первом курсе в Ташкенте. Да. Понимаете? Потрясающе, да, это, конечно. И вдруг они живьем стоят передо мной. Я была вообще Доброклонский, Цицилия Генриховна Нессельштраус, Вера Дмитриевна Лихачева, дочка Дмитрия Сергеевича Лихачева и так далее. Я могу. И они по учебникам, по монографиям, которые я обучалась, читала, я их увидела. Когда я вернулась после обучения, но не хватало теории, эмпирический материал, история искусства, все на месте. Но не хватало вот поддержки, потому что искусствоведение чаще всего, я о том искусствоведении говорю, сегодня изменилось и искусствознание, искусствоведение, было что, кто, что и как. То есть кто автор, ну скажем, Репин Илья Ефимович, родился, создал работы, а в какой атмосфере, какая была обстановка, время, кто был вокруг, какие были идеалы, критерии, искусствоведение не отвечает. Оно кто и что. А вот как и почему, вот самый вопрос, почему, искусствоведение тогда не отвечало. И я здесь преподавала западноевропейское искусство, 17-20 век, самый золотой век европейского искусства, но не находила ответа на некоторые вопросы, которые у меня возникали по истории искусства. И я задалась вопросом поддержать эмпирически и поступила в аспирантуру Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова в Москве. На факультет философский, на кафедру этика, эстетика, культурология. Вот. То есть вы же кандидат и опять же обучалась у выдающегося философа Михаила Федотовича Овсянникова. Это основоположник советской эстетики. Есть 4-томник переводов Гегеля. Это он. Да, я это мой был руководитель, заведующий кафедры Овсянников. Он патриарх. И как тема звучала в вашей диссертации? Взаимодействие художественных культур как эстетическая проблема. Почему? Я не хотела заниматься персоналями, хотя мне там говорили, например, философско-эстетические воззрения Беруни или Берзода, Наваи. Не хотела. Мне хотелось выйти за это. И меня всегда интересует взаимодействие культур. Понимаете? Это очень невероятно актуальная тема. Потому что синтез, взаимодействие, нет чистых культур, понимаете? Как бы не хотели мы автономно кто-то развиваться, все взаимодействуют культуры. Поэтому мне эта тема была очень интересной, и я защитилась и получила степень кандидата философских наук. Вот отсюда вырастает мой следующий вопрос, потому что я, читая вашу биографию, обратил внимание, что вы заведовали кафедрой культурологии в Университете мировой экономики и дипломатии. Это ведущий вуз нашей страны, новый, молодой вуз. И эта кафедра, она существовала или вы ее открыли? Сейчас. После того, когда я возвратилась и опять в институт, уже на кафедру философии преподавала мировую культурологию. В театрально-художественном? Театрально-художественном. Там открыли именно, я ввела этот предмет
Это же новый предмет был, это культурология. Да, культурология, но он уже был в российских Да. вузах, поэтому А у нас в Узбекистане не было, я да, знаю. и так далее. И там начиналось. Но меня закрутила немножко общественная деятельность, и я совершенно не была к ней готова, но не было выхода. И отказ не принимался. Меня срочным образом принимают в члены партии и направляют в ЦК комсомола. Ну, такие кадры, кто мог разбрасываться, слушайте? Ну, это как вы. И плюс, и во многом сослужило плохую историю в моей личной научной биографии. Немножко отвлекло, да? Еще как отвлекло. Да. Это так завертело, закрутило. Вы долго работали в ЦК комсомола? Я работала в ЦК Компартии Узбекистана, со мной собеседование было с Рано Хабибовной Абдуллаевой. Ну, вы даете. И они там создали отдел культуры в ЦК. И я одна из первых там была и заведовала сначала секции творческой молодежи. За мной не было никакой первички, никаких районных, областных. И меня туда направили. Но, с одной стороны, я работала, опять же, с творческой молодежью, уже не только с художниками, композиторы, писатели, музыканты, режиссеры. Но это же тоже это интересно. обогатило. Да, в таком плане. Проработав там, 2,5 года, меня направляют в партшколу. Там создается кафедра культурологии. Уже новая, и мы ее создаем. Вы у истоков стояли. Марксистско-ленинская философия и культурология. И здесь заведующий кафедрой замечательный человек Хатима Амиловна Шайхова. Я с ней работала. Ее научные интересы этика. И мы с ней долгие годы там проработав там, конечно, это, откровенно скажу, не совсем было где-то мое. Это был немножко прыжок в сторону от художественной, партшкола. Ну, все равно, вы же обучали людей, вы же формировали вкусы. Мировоззрение. Конечно же, это были первые секретари райкомов, обкомов, они приезжали, обучались, все нормально. И они очень замечательные люди были, со многими я сдружилась, мы вне общались, вне аудитории, скажем, они проявляли интерес к музеям, выставочной деятельности, к театрам и так далее. То есть там много было замечательного, и я с большой, скажу, радостью вспоминаю эти годы, потому что там пришло многое создавать. Лектории, например, музыкальные, художественные, творческие встречи со многими деятелями культуры Узбекистана, скажем, Александр Аркадьевич Файнберг, скажем, Бернара Рахимовна Кариева, Рузы Чарыев, Чингиз Ахмаров. Я там делала такие лектории, творческие встречи. И вот эту кафедру культурологии в УМЭДе потом закрывают. Потом закрывают партшколу, создается университет управления. Да, университет управления, и опять как бы культура нужна стала, и опять я там остаюсь и становлюсь руководителем этого уже управления. Затем, значит, и управление уже не нужно, все это и приказ о создании нового университета мировой культуры и дипломатии. Мировой экономики и дипломатии. Да, мировой экономики и дипломатии. Да, мировой экономики и дипломатии. УМЭД. Да. При МИДе Узбекистана. Всех увольняют, закрывают. Ну, опять же, я люблю людей и ценю личности. И дают задание руководитель Саид Касымов, Саид Бараки. И вот здесь он проявил такую деликатность,
вот, дипломатическую, человеческую, профессиональную, увольнять легко, да? Да. Просто. А люди проработали десятилетиями, и компетентные люди, грамотные, образованные, эрудированные. И он с каждым разговаривал, будучи министром иностранных дел. Он находил время, это было поздние часы, и он с каждым разговаривал. Как они будут полезны для нового университета, что они могут дать и так далее. И у меня с ним состоялась встреча, и все. Через какие-то несколько месяцев меня вызывают и говорят: вы утверждены, мы вас приглашаем. И мы вот стали создавать университет, каким он должен быть. Это целая рабочая группа была. И я тогда, конечно, свои интересы пропихнула. Это общие интересы. Культурология, конечно. Мне сказали: а зачем? Да. Там есть и протокол, история дипломатии, политология и так далее, и так далее. Я говорю: а дипломаты должны быть прежде всего интересными людьми. Не только протоколы. Есть и другое. После подписания протоколов, наверное, есть банкет, где с бокалом, и нужно вести какую-то беседу. Там, кстати, в основном все и решается. Да, они должны быть на выставках, знать, где Эль Греко, где Пикассо, слушать, не зевать на концертах и так далее. Я убедила, и об этом мне напомнил недавно, юбилей был Саидкасымова, 75-летие, и он напомнил, что мы с ним были, у нас такое было. Это вот еще одна страница в моей жизни, и счастливой страницей умы того времени. Это, конечно, именно он отвечал специфике, задачам. Это был первый университет Центральной Азии такого формата и такого уровня. Да. И сегодня многие выпускники, они занимают высокие должности. И последний вопрос, который я хочу вам задать. Я вижу, что у вас был очень богатый практический опыт. Вы вот рассказывали, в ЦК работали. Нет, еще я была с искусством. Конечно, конечно. Вот я хочу к этому подвести. Вы ведь были руководителем целого ряда таких практических институций, выставочных центров. Правильно? Вот художник. Немножко можете рассказать об этой вашей деятельности? Вы же инициировали многие выставки крупные. Я была назначена генеральным директором Центрального выставочного зала Академии художеств. Там я работала 4 года. Это интереснейшее время в моей биографии, в моей жизни. Это выставки, это большие проекты, это общение с художниками, это посещение в большом количестве музеев, поездка по республике, международные проекты и выставки. А сейчас чем вы заняты? Сейчас? Да. Вы же невероятно занятый человек, вас очень трудно вытащить на интервью. Я бы сказала, что я сейчас свободный художник, но при этом я являюсь председателем секции искусствоведов Академии художеств Узбекистана. Замечательно. Так что все равно я в обойме этой, все равно в искусстве. Но, тем не менее, я стараюсь. Вы знаете, вот люди искусства, независимо от возраста, мы смотрим иногда в паспорт, конечно, и понимаем. Я говорю, не успокаиваю себя. Мы как хорошее вино. Да. Мы со временем становимся лучше. Что я имею в виду? Это шутка, это юмор. Во-первых, накоплен большой опыт. Увидела я за это время почти все, можно сказать, мировые музеи, музеи мира. Была на многих выставках, участвовала сама лично в проектах, международных проектах, знакома со многими деятелями культуры, искусства зарубежных стран. И вот это все, конечно, во мне говорит, надо отдавать, надо делиться. И, конечно, я занимаюсь проектом. Вот сейчас не буду, это секрет,
большой проект, над ним работаем, но я не могла вам отказать. Спасибо вам большое. Мы должны вас поблагодарить за ваше участие, за ваш замечательный, очень интересный рассказ. И, конечно же, желаем вам успехов на любом поприще, которым вы заняты. Делитесь, открывайтесь, отдавайте то, что вы знаете. Это очень важно. Спасибо.